Я вас приветствую, мои дорогие друзья! Сегодня, в этом видеоролике, я в свою мастерскую хочу изготовить более современную и технологичную печь, взамен вот этой старушки. Чертежи на новую печку у меня в архивах хранились уже очень давно, но я был ограничен технологиями. И с появлением лазерного станка в нашем городе осуществить этот проект стало возможным. Мою старенькую печку я изготавливал более 3,5 лет назад, и 3 зимы она успешно обогревала мою мастерскую. Ничего не пригорело, все работает, все отлично. Единственное, что я каждый год в ней меняю колосники, потому что они от температуры прогинаются до самого зольника. К этой печке у меня две претензии. Первое. Отсутствие площадки для приготовления пищи, а в холодное время в мастерской очень хочется разогреть себе яишенку и разогреть горячего чая. И вторая проблема, самая важная по большому счету, что слишком много здесь тепла уходит в дымоход. И это действительно огромная проблема, потому что моя мастерская, хоть она и маленькая, это голый каркас без утепления. И как только я здесь начинаю производить топку, то снаружи, если смотреть с тепловизором, моя мастерская превращается в новогоднюю елку. И с крыши моментально сходит снег. А дымоход так вообще превращается в раскаленный утюг. И это проблема. Как решать эту ситуацию? Первое, это утеплить мастерскую, что я планирую сделать как бы летом. Но я изначально не предусмотрел, что она разрастется до таких размеров, и куда это все выносить для хранения, я понятия не имею. И второй вариант, это сделать более мощную печку, чем я сейчас и займусь. Весь проект печи был создан в программе Compass 3D. Вся печь в сборе выглядит так. Ее высота составляет 400 мм, ширина 400 мм и длина 550 мм. Ширина топки составляет 250 мм, а высота 290 мм. Длина топки составила 450 мм. Создаю чертеж модели по каждой детали. Выбираю необходимый мне вид и размещаю его обязательно в масштабе 1 к 1, вне пространства рамки. После чего выбираю формат листа и нажимаю пункт без оформления. Теперь необходимо сохранить чертеж, для этого выбираю пункт «Сохранить как», где нахожу формат DXF и сохраняю его. Все файлы с флешки переносятся на лазерный станок, где оператор сам размещает детали как можно компактнее. Это необходимо для экономии металла и для уменьшения отходов. Оператор назначает места начала реза, последовательность деталей и припуск. Резка печи производилась из двух неполных кусков 5-мм стали. И время реза, за вычетом времени на погрузку листов и сбора готовых деталей, составило чуть более 25 минут. Весь раскрой металла на печь представляет собой небольших размеров пачку, весом ни много ни мало 78 кг. Сборку начинаю с самых маленьких деталей и начну с выдвижного зольника, который выполнен из 2-мм стали и состоит из 3 стенок и дна. А передняя стенка зольника, в которой будет реализован регулятор пламени или поддувало, изготовлен из 3-мм стали. Прихватываю стенки между собой на сварочные точки. Прихватываю дно зольника, после чего ровно выставляю переднюю стенку и прихватываю и ее. Весь зольник я свариваю внутри сплошным сварочным швом, после чего болгаркой с внешней стороны я стачиваю все сварочные точки, потому как все внешние поверхности будут двигаться внутри печи и соприкасаться с самой печью. На заслонке поддувала маркером отмечаю места подсверления. Сверлю 2 отверстия диаметром 6,7 мм и нарезаю резьбу М8. Устанавливаю заслонку в зольник. В верхнее отверстие вкручиваю болт М8 и затягиваю его с обратной стороны гайкой, обеспечив зазор для скольжения задвижки в передней стенке. А в нижнее отверстие устанавливаю гайку с большой ручкой, с помощью которой можно линейно двигать задвижку и затягивать ее при необходимости. Сборка печи начинается со сборки ядра самой печи. Для этого я кладу боковую внутреннюю стенку на стол, собираю между собой колосники и заднюю стенку ядра. После чего соединяю их с боковой стенкой, вставив в пазы. Стягиваю колосники и стенку ядра между собой длинной струбциной и завариваю 3 шипа с внешней стороны. Устанавливаю вторую боковую стенку ядра на шипы, после чего завариваю места соединений. На стенку камеры для подачи прогретого воздуха в печь ставлю 2 перегородки, после чего соединяю камеру с ядром печи. Чтобы от сварки не повело внутреннюю часть печи, одеваю нижнюю и верхнюю крышки,
после чего произвожу сварку всех соединений шип-паз. Теперь настало время приварить к задней стенке печи трубу под дымоход. Небольшой полоской из картона я замеряю фактическую длину окружности трубы от старой печи. По факту получается, что труба имеет диаметр 105 мм, а у меня есть только труба с диаметром 110 мм. Отмечаю от трубы небольшой отрезок, выравниваю место реза при помощи листа бумаги А4. Отрезаю отрезок трубы при помощи УШМ. Снимаю острые заусенцы с внутренней части трубы, после чего переношу размер картонной полоски на заготовку и маркером отмечаю полоску, которую необходимо вырезать. При помощи болгарки вырезаю лишнюю полоску металла в трубе. Трубу устанавливаю в тиски и зажимаю до полного соприкосновения двух кромок, после чего свариваю сплошным швом как снаружи, так и изнутри трубы, дуговой сваркой. Внешнюю сторону трубы на чистовую шлифую. Это необходимо для того, чтобы труба без проблем вставлялась в дымоход. Теперь я вставляю трубу в отверстие задней стенки печи. Центрую, прихватываю на сварочные точки, после чего завариваю ее сплошным сварочным швом. Вставляю заднюю стенку печи в пазы нижней плиты и вставляю внешние боковые стенки. Итак, мои дорогие друзья, пока печь еще полностью не собрана, в ней отсутствует верхняя плита и передняя лицевая панель, я хочу рассказать вам о принципе работы этой печи. Это не буржуйка, это полноценная колпаковая печь, выполненная в металле. Идея здесь была взята у печей Кузнецова. Вся идея конкретно заложена именно печей Кузнецова. Сразу хочу извиниться перед печниками. Простите меня, если я буду использовать не ту терминологию неправильную, либо буду что-то говорить не так. Я не печник, я экспериментатор. И здесь я хочу всего лишь воплотить в жизнь свою идею. Печка выполнена полностью из 5-миллиметровой стали. За исключением, наверное, зольника. Зольник выполнен из двойки, а сама дверца и система подачи воздуха выполнена из 3-миллиметровой стали. Поначалу я хотел эту печку изготовить из 8-ки, но в итоге, просчитав вес всей конструкции, у меня получилось чуть больше 130 кг, и от этой идеи я полностью отказался. Пришлось изготовить из 5-ки. Но здесь есть один тоже такой недостаток. Изначально я хотел сделать печь разборно-сборную, чтобы можно было ее не заваривать, а собирать. Но из 5-ки этого сделать не получится. По расчетам здесь должна быть очень высокая температура, и металл этот будет вести по-любому. Поэтому по контуру всю печку придется полностью проваривать. Основные части этой печи. Внутренняя часть топка, или как ее называют каменщики, ядро печи. Два колпака, левый и правый, и подъемный канал. Также здесь имеются еще вот такие вот два узких кармана. Это карманы для подачи прогретого воздуха в саму топку. Внутри самой топки прорезано много отверстий. Длинный узкий канал предназначен для того, чтобы непрогретые газы сразу уходили в подъемный канал и в трубу под естественной тягой. А более прогретые газы, когда поднимаются, они уходят вот в эти уже большие отверстия, проходят через колпак, отдают свое тепло и тоже уходят в подъемный канал. Как же работает эта печка? Когда печь еще холодная и мы начинаем производить топку, основной воздух подается через колосники. Непрогретые газы, так как они не прогреты, они опускаются сразу вниз и уходят в подъемный канал, в трубу. Более прогретые газы поднимаются вверх, отдают свое тепло колпакам и тоже уходят в подъемный канал. Колосники здесь выполнены из 5-ки, и они, скорее всего, прогнутся точно. Поэтому я потом, если это произойдет, а это произойдет 100%, просто их вырежу и поставлю сюда чугунные колосники. Как работает система дожига? Любой печник вам скажет следующее, что система дожига работает лишь только в том случае, когда в печь подается прогретый газ, прогретый воздух. Здесь это реализовано. Внутри левая и правая стенка самой печи прогреваться будут до красна. Со стороны колпаков вот эти стенки будут прогреваться тоже очень сильно, потому что здесь проходят самые горячие газы. И чисто теоретически из-за того, что это узкий канал, воздух здесь уже прогреваться должен до высоких температур. И чисто теоретически дожиг здесь должен происходить в самом верху самой печи. Но это всего лишь теория. Как мы знаем, что теория и практика не всегда идут в одну ногу, бывает, что они идут и врозь.
В итоге что получается у нас? У нас будет максимально прогреваться верхняя часть печи, максимально будут прогреваться колпаки левый и правый, и тоже хорошо будет прогреваться еще и подъемный канал. Низ печи будет самый холодный по отношению ко всей печи. Как это будет все работать на практике, я, конечно, не знаю. Также я предусмотрел каналы для чистки, потому что иначе после сварки здесь ни в колпаки никак не залезешь, ни в подъемный канал никак не залезешь. А чистить здесь все равно придется, потому что зола в любом случае она собираться раз в год точно будет. Поэтому я прорезал здесь вот такие небольшие квадратные отверстия. Не обращайте внимания на то, что они маленькие. Будут закрываться специальными крышечками. Также такие же отверстия точно есть с левой и с правой стороны, направленные в подъемный канал, чтобы можно было не совком залезать сюда, а пылесосом все это можно было, всю золу собрать. Как и здесь вдоль двух каналов, двух колпаков, так и здесь в подъемном канале. То есть здесь это все продумано. Приток воздуха здесь организован очень просто, открыто, закрыто, можно оставить на серединке, можно полностью закрыть. И если притока воздуха в печку не будет хватать, то дополнительно я сделаю уже в дверце. Но если честно, мне, конечно, не терпится ее уже запустить и попробовать в деле, померить температуру тепловизором, но надо ее дособрать. Собираем. Дверца печки вырезана из 3-мм стали и состоит из 5 деталей. Прихватываю все на сварочные точки, после чего провариваю все по внешнему контуру электродом 2 мм. Фартук на лицевую панель печи изготовлен тоже из стали толщиной 3 мм. Вставляется в прямоугольное отверстие и заваривается сплошным швом изнутри. В лицевую панель устанавливаю два ушка из 5-мм стали. Они необходимы для задвижки дверцы. Завариваю их с обратной стороны, после чего болгаркой отрезаю лишнюю часть шпильки. Для петель в дверце в конструкции тоже предусмотрены сквозные пазы, в которые вставляются ушки и завариваются с обратной стороны. Надеваю дверцу на переднюю панель. По месту устанавливаю петли дверцы и привариваю их. После чего в петли вставляю два болта М6 для проверки правильности сборки. И в завершение работ с дверцей я привариваю ушко, в котором нарезаю резьбу М8. В это отверстие и вкручивается сама задвижка. Устанавливаю переднюю панель на печь и накрываю ее верхним листом. Итак, печь полностью собрана, и все соединения шип-паз я проварил сваркой, абсолютно все. По контуру я печку проваривать не решился, по двум причинам. Первое, здесь зазоры между листами меньше 0,1 мм. И если уж будет она все-таки дымить, тогда уже я воспользуюсь сваркой. И вторая причина, вдруг здесь что-то пойдет не так, и мне придется вскрывать верхнюю крышку. Для этого я просто сварочные наплывы стачу болгаркой и вскрою крышку, если мне там нужно будет копаться в колосниках или что-то переделывать. Поэтому пусть пока будет так. Изготовление заглушек на прочистные каналы я оставил за кадром, потому что здесь все элементарно просто. В общем, имеется 5-мм квадрат стали, который вырезан с этого листа. Я им и воспользовался. Приварил к нему 3-мм лист на 2 сварочные точки и изготовил вот такой вертляк. Вертляк, если он стоит по диагонали, он полностью вписывается в квадрат, а если мы его разворачиваем вдоль грани, он полностью закрывает крышку. Все элементарно просто. Вставляем и закрываем. Все, крышка полностью закрыта. Нужно открыть, открываем. Ну что же, настало время поставить печку на свое место. 78 килограмм, конечно, для моей комплекции многовато, поэтому я надену свой старый армейский ремень, чтобы не сорвать свою больную спину. Опачки! Хорошо! О, какой я маленький, но сильный. Ой, хорошо. Вот так. Так. Вот так вот. Вот так вот. На месте. Все.
Самая первая растопка печи. И все пошло не по плану, от слова совсем. Пламя отказывается гореть, тяги нет, в колпаках стоит дым. И при открытии дверцы весь дым идет не в трубу, а в помещение. Итак, почему же все пошло не по плану? Я быстренько разобрался в этой ситуации, и печники, которые смотрят этот видеоролик, наверное, скорее всего, лежат на спине и ухахатываются от смеха. И имеют на это полное право, потому что в конструкции этой печи я не предусмотрел очень маленькой, но очень важной детали, о которой сейчас я вам и расскажу. Дело все в том, что эта печка стоит в холодной мастерской. Если на улице минусовые температуры, значит и печь имеет минусовую температуру. И как только я сюда закидываю дрова и начинаю производить топку, температура внутри печи быстренько подскакивает до температуры точки росы. Моментально выпадает большое количество конденсата, и непрогретый дым, сырой дым, стоит пробками в двух этих колпаках, не давая хода газам. Отсюда отсутствие тяги. Естественно, пока не прогреется печь, топки никакой быть и не может. Как решить эту проблему? В печах давным-давно предусмотрены такие задвижки, которые называются либо задвижка летнего хода, либо задвижка прямого хода. В печках они нужны для того, чтобы в летний период можно было на печке приготовить покушать, не разогревая полностью саму печь. В моем случае эта задвижка нужна для того, чтобы обеспечить прямой ток газов и разогреть саму печь и дымоход. Технически я установить ее могу сюда, вот в эту перегородку. Дело все в том, что у меня здесь имеется перегородка, которая отделяет ядро печи от подъемного канала. Внутри необходимо прорезать отверстие, которое будет соосно дымоходу, а в верхней части печи прорезать паз, чтобы можно было вставлять шибер и перекрывать этот канал. Как это все будет работать? Когда печка холодная и мне необходимо ее растопить, я вытаскиваю шибер, начинаю производить топку, и газы напрямую уходят в дымоход. Тем самым разогревается ядро печи и разогревается сама труба. Как только печь разогреется до положительных температур, шибер закрывается, и газы уже будут ходить по длинным каналам через колпаки, тем самым отдавая им тепло. Это обеспечит очень легкий запуск самой печи. Я на самом деле несказанно рад, что я полностью не заварил печку, потому что верхнюю плиту мне сейчас придется демонтировать. Для этого я сварочные наплывы сейчас точу болгаркой, сниму верх. В верхней части я прорежу паз, а в перегородке я буду прорезать отверстия. Плюс еще наварю две направляющие для шибера, чтобы он не гулял. Ну что, демонтируем печку. Стачиваю все сварочные наплывы при помощи ушея. Размечаю на верхней части место под задвижку, сверлю два крайних отверстия диаметром 6 мм и вырезаю болгаркой паз. Вскрываю верхнюю часть печи. Маркером размечаю место под отверстие в перегородке между ядром и подъемным каналом, соосное дымоходу. По 4 углам сверлю сквозные отверстия диаметром 5 мм, после чего вырезаю отверстие болгаркой. За кадром приварил две направляющие для задвижки, которые не позволяют ей болтаться в разные стороны. Естественно, все сделал с хорошим зазором, во избежание заклинивания при расширении металла. Замеряю исходную температуру печи тепловизором, где место крестиком – это точка, в которой и производится измерение. Открываю задвижку прямого хода, полностью открываю приток воздуха в печь и начинаю производить вторую пробную топку. В качестве розжига я использую пропитанные в парафине хлопчатобумажные диски. Стоят копейки и работают безотказно. Накидываю щепок и закрываю дверцу. Первые 3 минуты топки и производим замер. С лицевой стороны уже 59 градусов Цельсия, в верхней части печи 116, а температура дымохода на выходе составляет 24 градуса Цельсия. Теперь можно закрыть задвижку. Прошло 15 минут с момента начала топки. Температура на дверце составляет 342 градуса, температура верхней части печи 386 градусов. Дымоход прогрелся почти до 100 градусов, а температура колпака слева вы можете видеть сами. Прошло 20 минут. Внутри все пучком. Ну и давайте посмотрим, что происходит в прочистных окнах.
дыма даже нет. Это вот лицевые. Ну и давайте посмотрим ту, которая на подъемном канале. Почему в перчатках? Потому что уже горячо. Ну вот, дымок из контура идет прямо в подъемный канал. Отчетливо видно. Прошло 25 минут с момента начала топки печи, и печь вышла на свой рабочий режим. На дверце уже 415 градусов Цельсия. На верхней части печи 413 градусов. Температура дымохода внутри помещения не превышает 200 градусов Цельсия. С левой стороны печь тоже хорошо прогрелась. На улице температура трубы на выходе не превышает 100 градусов Цельсия. Итак, предварительные выводы по эксплуатации этой печи. Почему предварительные? Потому что не столько много времени я ее эксплуатировал. Первое достоинство это в том, что печка очень быстро разгоняется. 15 минут и все, она уже отдает тепло в саму мастерскую. Разгонял ее уже до температуры 550 градусов, и это было прям вообще кошмар. Дымоход на выходе обладал температурой 220-250 градусов, а на улице так вообще меньше 200 градусов, чего я, собственно говоря, и добивался. Все тепло остается здесь, в мастерской. И при этом проблем никаких с горением в этой печке не было от слова совсем. С появлением задвижки прямого хода есть возможность теперь использовать эту печь как мусоросжигательную, прямиком на трубу. А также еще, если необходимо пропалить весь дымоход, чтобы там он именно прокалился полностью, можно тоже на пару минут открыть задвижку, раскочегарить печь, и все там, вся зола поотвалится вниз. Печь обладает довольно большой инерцией, ну потому что она металлическая. При полностью открытой подаче воздуха дрова горят быстро, но температура печи максимальная. При полностью закрытой там остается маленькая щелочка. Температура опускается до 320 градусов, и дрова горят реально очень медленно. Они даже не горят, они просто тлеют. Что еще хочется отметить? Хочется отметить еще следующее. Благодаря тому, что в ядре очень большая температура, и когда там остается вообще очень малое количество углей красных, даже закидывая сюда сырые дрова, они занимаются вообще моментально, потому что ядро с очень высокой температурой, и оно не зависит от внешних стенок самой печи. В ходе эксплуатации также выяснилось, что печь можно полностью не заваривать. Можно сделать конструкцию разборно-сборной. Просто вот эти вот шипы на углах и в серединах можно вытащить наружу, прорезать в них пазы и просто для сборки забивать сюда клины, чтобы она не расходилась. Так она и без сварки будет стоять великолепно. И вот эти вот зазоры самые минимальные, через них дым вообще никоим образом не идет. Также хотелось бы отметить отличный зольник, объем которого прям вообще мне очень нравится. Целый день топишь, накапливается, печь остывает, и зольник этот сбрасываешь в ведро для парника. Прям вообще огонь, меня прям очень радует. Не нужно ни лопаточек, ни ковырялочек, ничего. Еще к минусам теперь перейдем. К минусам можно отнести то, что печь тяжеловата. Лично для меня тяжеловато. Но она легкая в принципе быть не может, потому что это металл. И второе, мне придется реконструировать здесь это все, ставить термощиты, потому что излучение здесь ну прям вообще катастрофическое. Дрова вообще придется отсюда убирать, потому что могут реально загореться от температуры. Такого с той печкой у меня не было. Ну, на данный момент пока все.
Ой, великолепно. Вкус из детства прямо. Печка определенно доволен. Ну а на сегодня у меня все. Всем, кому видео было полезно, не забываем ставить пальцы вверх. Всем пока. Боже, как вкусно. Да еще и с дымком. Вещь.